Всем привет! Здесь я хочу представить пару переходников, с помощью которых можно подключить SSD M2 к материнской плате, у которой такого разъема даже нет. Первый вариант адаптера позволяет использовать твердотельный накопитель через SATA интерфейс. Причем на самой плате можно закрепить SSD-шку одного из 4 представленных размеров. Но одной важной особенностью такого переходника является то, что он поддерживает носители, имеющие ключ B или B+M, используемый для передачи данных посредством SATA интерфейса, а ключ M он соответственно не поддерживает. Если все-таки установить с ним, например, Samsung 970 EV+, и запустить компьютер, в лучшем случае SSD достаточно быстро очень сильно нагреется. При этом в настройках UEFI, как на главном экране, так и в текущем разделе, накопитель соответственно не отображается. Конечно, я не рекомендую проводить такие эксперименты, так как это может закончиться печально. Замечу, что при использовании такого переходника скорость приема передачи данных будет ограничиваться только SATA-контроллером материнской платы. Рассмотрим еще один вариант адаптера, который позволяет подключиться к шине PCI Express. И в отличие от предыдущего, он поддерживает накопители NVMe с ключом M. Вместе с ним идет кронштейн и набор для крепления. Практически аналогичный входит в состав первого варианта переходника. В таком исполнении твердотельный накопитель можно установить не только на современные материнские платы, но и на более ранние модели, имеющие слот PCI Express. Затруднения могут возникнуть, если на SSD-шку нужно будет инсталлировать операционную систему, так как BIOS материнской платы придется адаптировать под новый носитель путем его модификации и прошивки. Плюсом ко всему потребуется воспользоваться сторонним загрузчиком операционной системы. В текущем случае я установил переходник с накопителем в мамку на сокете 1151 в слот PCI Express X16. При включении компьютера, сразу зайдя в UEFI, твердотельный диск отображается. Загрузившись в него, дальше в операционной системе с помощью Crystal Disk Mark проверим скорость обмена информацией. В результате получились приведенные значения. Причем в моем случае почему-то скорость работы SSD в разъеме M2 почти в 2 раза ниже при тех же настройках, выставленных в UEFI. Как вариант, подключить накопитель такого формата можно в разъем и PCI Express X1. Для этого потребуется Riser, который преимущественно используют для видеокарт. Устанавливаю в него адаптер с накопителем, затем подключаю в соответствующий разъем на плате и запитываю Riser. Запуск системы с SSD-шки прошел без каких-либо дополнительных настроек. Но в этом случае, по результатам теста, скорость чтения и записи данных сильно упала, практически до значения обычного SSD, что вызвано ограничением самого порта. Безусловно, можно просто приобрести переходник для слота PCI Express X1. Использование такого варианта позволяет подключить большее количество твердотельных накопителей к компьютеру, если в этом имеется такая необходимость. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.